Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале очень-очень интересная и необычная лодка. Не так часто встречаются яхты, столь насыщенные оригинальными техническими решениями. Сегодня мы с вами будем знакомиться с яхтой Хабер 34C4 польской верфи Хабер. Сегодня будет не столько история верфи, сколько краткий обзор концепции верфи Хабер. Хабер Yachts – это польская верфь, расположена в Нове Miasto Любавске. Хабер Yachts строит яхты с 1993 года. Как сообщается на сайте верфи, цель верфи – удовлетворить потребность клиентов, которые ценят исключительное качество. Яхты Хабер были разработаны для тех, кто ценит яхты с исключительными морскими характеристиками, где сочетание современных пропорций и традиционного стиля обеспечивает уникальный уровень комфорта и безопасности. Яхты Хабер строятся исключительно на заказ. Каждая яхта уникальна и дает клиенту ощущение неповторимости. Яхты Хабер оснащены такелажем типа Гаури. Гаури от гафельного отличается в первую очередь углом наклона гафеля. У Гаури он является как бы продолжением мачты. Это определяет лучшую аэродинамику паруса. Кроме того, версия гафельного катера позволяет добиться большей гибкости в выборе парусов, от очень слабого до штормового. Все работы, связанные с парусами, включая складывание и подъем мачты, может выполнить один человек. Гармоничные линии корпуса обеспечивают исключительную курсовую устойчивость и отличную маневренность. Благодаря небольшой осадке и относительно небольшой высоте над ватерлинией после складывания мачты, яхты Хабер превосходны для круизов по озерам, рекам и каналам, а их прочность и устойчивость делают их идеальными для прибрежного и морского плавания. Ключевые элементы, необходимые для постройки яхты, то есть ламинат, изделия из дерева и нержавеющую фурнитуру, Хабер производит самостоятельно. Это позволяет полностью контролировать качество и дает гибкость в реагировании на потребности клиентов. При производстве яхт Хабер используются материалы высочайшего качества и оборудование проверенных производителей, известных на рынке годами. Вся конструкция из ламината выполнена традиционным способом. Смола и гель-коут укладываются вручную. Швертовые колодцы ламинированы вместе с покрытием корпуса, что дает однородную сплошную конструкцию. Конструкция корпусов спроектирована в соответствии с положениями классификационных ассоциаций. Двигатель, отделка, устойчивость и водонепроницаемость каждой яхты проходят испытания в испытательном бассейне. Большинство яхт проходят испытания в Балтийском море. Яхты Хабер обладают множеством уникальных свойств и отлично подходят как для хождения по озерам, каналам, прибрежным водам, так и в открытом море. Все яхты Хабер обладают отличными мореходными качествами. Все яхты Хабер имеют просторные и светлые каюты в полный рост, удобные камбузы, туалеты и много места для сна и вещей. Корпуса и палубы Хабер очень прочные и очень устойчивы к космосу. Надстройки и палубы Хабер построены по принципу сэндвич, который не только достаточно прочен, но и предотвращает образование конденсата и обеспечивает тепловую защиту. И здесь, я думаю, уже можно перейти непосредственно к модели нашего выпуска Хабер 34C4. Практически все сказанное об этой модели справедливо и для других лодок Хабер, за исключением технических параметров, конечно же, которые индивидуальны для каждой модели. Итак, Хабер 34C4 – это 34-футовая яхта, класс мореходности A-Ocean, океанские суда. Первое, что впечатляет при знакомстве с этой яхтой, это обилие оригинальных, а иногда и уникальных технических решений. Отметим самое интересное. Первое и бросающееся в глаза – это такелаж типа Гаури. Повторюсь, Гаури от гафельного отличается в первую очередь углом наклона гафеля. У Гаури он является как бы продолжением мачты. Кроме лучше, чем у гафеля аэродинамики паруса, такое решение позволяет держать мачту меньшего размера, чем, например, у бермудского шлюпа. Для паруса примерно таких же размерностей. Мачта меньшего размера в сочетании с системой опускания мачты позволяет выполнить опускание и подъем мачты одним человеком. А опущенная мачта остается на устройстве и лишь незначительно выступает за габариты с кормы. Один человек может опустить или поднять мачту в течение всего лишь 10 минут, без необходимости что-либо разбирать и собирать.
Это очень удобно, особенно при движении по каналам. Яхты Хабер имеют очень маленькую осадку, но наличие внутреннего балласта позволяет им возвращаться на киль даже из положения оверкиль. Маленькая осадка в сочетании со швертами и откидывающимся на 90 градусов пером руля позволяет подходить прямо к берегу или вставать на грунт при отливе. Если мы посмотрим на название яхты, то увидим непривычное окончание C4. Это означает, что яхта оснащена системой из 4 швертов centerboards, то есть C4 это four centerboards. Это уникальная фишка Хабер. Основная идея системы C4 – это сохранение курса без использования каких-либо рулящих, подруливающих устройств. То есть систему швертов можно настроить так, что яхта будет самостоятельно удерживаться на курсе. В документации имеется инструкция по настройке системы C4, фрагмент которой вы сейчас видите на экране. Примечание из инструкции. Извините за каламбур. Примечание. Реакция яхты на регулировку парусов и швертов при слабом ветре может быть медленной и требуется терпение. Чем слабее ветер, тем больше нужно терпения. Так написано в инструкции. Не знаю реальных отзывов, но думаю, оно все же того стоит при длительном переходе одним курсом. При частой же смене галса такое занятие, вероятно, может стать утомительным. Если у кого-то есть опыт использования такой системы, поделитесь, пожалуйста. Производитель, в свою очередь, подчеркивает, что система C4 очень проста и надежна и эффективно работает при всех скоростях ветра. Даже тогда, когда электрические ветровые автопилоты становятся неэффективными. Важно, что управление всеми швертами происходит из кокпита. Как я понял, паруса всех яхт Хабер имеют фирменный багровый цвет. Опционально устанавливается дополнительное рулевое управление внутри рубки. Имеется носовое подруливающее устройство. Двигатель трехцилиндровый Янмар 39 лошадиных сил. Складной винт Гори. Топливный бак 100 литров в комплекте с небольшим баком из нержавеющей стали для защиты от перелива топлива. Резервуары для воды 2 по 100 литров. Холдинг-танк 80 литров. Система из 4 трюмных насосов, 3 электрических и 1 ручной. Внутренняя отделка вишня или красное дерево. Высота потолка 1,95 м. Дизайн Януш Конкаль. И по традиции напомню, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Цена. К сожалению, я пока не получил ответ на свое письмо от верфи, поэтому придется ориентироваться на единственную найденную мной цену 2015 года. Указана цена от 206 тысяч фунтов. Итак, длина корпуса по палубе 34,12 фута. Длина корпуса по КВЛ 30,84 фута. Ширина корпуса максимальная 11,98 фута. Осадка 2,3 фута. Водоизмещение 22 491 фунт. Площадь парусности 700 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Хабер 34 C4 значение фактора энерговооруженности равно 14,11. Это меньше, чем у эталона. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 342,31 чуть больше эталонного.
Это плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Хабер 34С4 значение равно 39,99 и попадает в диапазон эталона. Прекрасное значение. Это плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,64. Значение попадает в диапазон эталона. Это очень хорошее значение, и обратите внимание на минуточку, это лодка с внутренним балластом. Конечно, это плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 29 меньше эталонного. В данном случае предпочтение отдано остойчивости формы. Добавим плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Для Хабер 34С4 значение равно 2,85. Значение значительно меньше эталонного, то есть корпус довольно широкий для своей длины. Про такие корпуса в шутку иногда говорят, что он чемоданистый. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае скорость корпуса равна 7,44, что меньше, чем у идеального круизера. Плюс к условному комфорту. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Хабер 34С4 значение равно 1,02. Это существенно меньше эталонного значения. И это тоже плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 1 095 657,8 фунта на фут в квадрате. Значение соответствует эталону. Еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. В нашем случае период равен 4,24 секунды. Значение соответствует эталону. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,16 соответствует эталону и говорит о том, что лодка умеренно остойчивая. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Хабер 34С4 значение ускорения бортовой качки равно 0,05 G. Это великолепное значение. Подведем итог по Хабер 34С4. Итак, перед нами весьма интересная лодка. Для начала еще раз пробежимся по индикаторам. Осадка потрясающе маленькая. У лодки практически нет киля, а весь балласт находится внутри корпуса. Обратная сторона такого подхода – немного больший вес балласта, как компенсация отсутствия плеча. Фактор энерговооруженности говорит о том, что лодка чуть-чуть тяжеловата, но скорее все же большую роль здесь играет недостаточная парусность, как плата за легко складывающуюся невысокую и не сильно выступающую за габариты лодки мачту. При движении по каналам такая мачта в сочетании с устройством подъема-опускания – огромный плюс. Фактор комфортности. Для 30 футов по КВЛ отлично. Риск опрокидывания отлично. Стройность корпуса
Широкий корпус, плюс высота помещений в полный рост. Это большой и комфортный объем для жизни. Фактор скорости. Лодка не слишком динамичная, но для круизера это не критично. Показатель устойчивости. Отлично. Ускорение бортовой качки. Замечательно. Если в ваши планы входит хождение в районе Европы, особенно северной ее части, с заходом во внутренние воды и посещением каналов Франции или Швеции, то это, я не побоюсь этого слова, идеальный вариант. Что касается южных морей, то единственный вопрос, который может причинить лишние хлопоты, это обрастание швартовых колодцев. И если у кого-то есть опыт, поделитесь, пожалуйста. В рейтинге «Идеальный круизер» Хабер 34C4 занимает 11 место, набрав одинаковое количество баллов с Halber Class 40C, что, как вы понимаете, очень неплохо. А по основным баллам даже немного больше, и поэтому в рейтинге Хабер 34C4 стоит выше, чем Halber Class 40C. Итак, на первой странице рейтинга. Первое место Halber Class 42F Mark II. Второе место Pacific Seacraft Krylok 44. Третье место Island Packet 40. Четвертое место Trintella 4. Пятое место Sirius 40 DS Twin Kill. Шестое место Cherubini 44 Catch. Седьмое место Nauticat 40. Восьмое место Trintella 57A. Девятое место Amel Super Maramo 2000. Десятое место шхуна Cherubini 48. На второй странице 11 место Хабер 34C4, 12 место Halber Class 40C, 13 место Garcia Exploration 45, 14 место Moody Deck Salon 41, 15 место Bavaria 42, 16 место Trintella 5, 17 место CNC 35 Mark 1, 18 место Nordhaven 56 MS. Напомню, что этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.